Приветствую вас на канале Провальный инвестор. У меня на канале есть очень много видео на еврейскую тематику, и я смотрю, что для многих людей очень много чего непонятного, и в том числе, кто такие евреи, какая у них функция, как это вообще произошло, что такой народ появился. Поэтому давайте в этом видео немножко разберем этот вопрос. Кто такие евреи, зачем они нужны, как они появились. Давайте разбираться. Начать я бы хотел с того, что если мы посмотрим на любой другой народ, как мы вот говорим там, украинский народ, русский народ, казахский народ и еврейский народ, так вот еврейский народ, он будет отличаться в принципе в корне от нормального понимания, нормальной классической идентификации как народа, в принципе почти по всем параметрам. Я имею в виду, что если мы рассмотрим, что вообще такое народ, это люди, которые живут на одной территории, у которых есть одна история, у которых есть один там язык и так далее, и так далее. То есть у них есть много чего общего. Теперь давайте посмотрим на то, кто такой еврейский народ. Это люди, которые живущие на одной территории, однозначно нет. Потому что очень долгое время люди были разбросаны вообще по всему миру, и в принципе и сейчас. Поэтому сказать, что это люди, которые скреплены одной территорией, точно нет. Это, допустим, люди, которые говорят на одном языке. Давайте разбираться. Есть евреи, которые говорят на русском, есть евреи, которые говорят на любом другом языке, есть евреи, которые друг друга могут в принципе не понимать, потому что не все знают иврит и так далее. Поэтому сказать, что евреи – это народ в плане языковой идентичности, тоже нет. Теперь мы можем много так попытаться вникнуть, а что же, собственно говоря, нас объединяет и насколько мы можем идентифицировать себя как народ. Так вот, единственное, что нас объединяет, это общая цель. У нас есть цель, для которой создан еврейский народ, и вот именно за это мы можем, как говорится, быть объединены, за это цепляться, что мы являемся народом. То есть мы являемся людьми, у которых есть общая цель. Мы занимаемся духовной работой, так, чтобы не вникать более подробно, потому что видео тогда не хватит. Но единственное, что нас делает одним народом, это не язык, не территория проживания, не внешние факторы, потому что сейчас тоже, если раньше хотя бы можно было понять, кто еврей, кто нет, сейчас очень сложно понять, все в джинсах и так далее. Поэтому определить еврея по другому какому-то критерию невозможно. Мы народ только потому, что у каждого из нас одна цель. Больше, в принципе, никаких других одинаковых вещей у нас нет. И история у каждого своя. Кто-то жил в Польше, а кто-то жил в России, а кто-то жил там в Йемене. У нас абсолютно разная история. И язык, и так далее, и культура. Она вся будет разная. Поэтому это важно понимать, что еврейский народ, он и в этом уникальный, что все, что нас объединяет, это цель. А вот теперь давайте разбираться, как, собственно говоря, мы появились и как так получилось, что у нас появилась такая вот одна цель. А теперь заглянем немножко в историю, как вообще так получилось, что появился еврейский народ. Мы, я думаю, это понятно, что не ведем свое исчисление от и происхождение от обезьянок. Кто хочет происходить от обезьянок, это его личное дело. Мы произошли от Адама. И, соответственно, изначально все люди, они не были евреями, но у них была очень схожая миссия и цель, то есть они должны были заниматься духовной работой. Это, в общем-то говоря, изначально была цель всех людей. Не было такого выделенного народа, как евреи и так далее. Все должны были заниматься плюс-минус тем, чем евреи занимаются сейчас. Не совсем прям на том уровне, но так, чтобы было понятно. И, соответственно, люди решили очень быстро забить на это болт. Конечно, там кого-то работа ждет, кому-то надо было там торговать, кому-то надо было воровать и так далее. В общем, и пошел балаган. На цель все забили большой и толстый, и, собственно говоря, поэтому было принято решение всех этих людей свести на нет, то есть уничтожить. Был потоп, все погибли, кроме Ноаха. От него произошли новые люди, и, соответственно, еще 10 поколений. Это попытка номер 2, что люди, может быть, наконец-то допрут, что им делать. Но, как говорится, люди выводов не делают.
тоже начали заниматься разной ерундой, строить там башни и так далее. В общем, не хотели люди принципиально заниматься своей работой, той, для которой их, собственно говоря, и предназначили. Поэтому попытка номер 3 – это, собственно говоря, выделить какую-то группу людей, которая бы занималась духовной работой. Потому что духовная работа, она в целом ничем не отличается от любой другой работы, то есть кто-то ей должен заниматься. Кто-то должен там быть плотником, кто-то столяром, а кто-то должен заниматься духовной работой. Поэтому нет ничего нового под луной, что в целом понятно, что есть и в наше время люди, которые занимаются духовной работой. В любых конфессиях это, в общем-то говоря, понятно, нормально и никого этим не удивишь. Так вот, попытка номер 3 – это еще через 10 поколений после потопа. То есть попытка номер 1 – крах, попытка номер 2 – крах. Вот попытка номер 3 – это, собственно говоря, появляется через 10 поколений после Ноха такой человек, как Авраам, который очень серьезно проходит духовный путь своего личностного роста, и от него происходит такой народ, который называется евреи. Евреи – это произошло слово от ever, то есть Авраам был он иври, он был по ту сторону. Все были по одну сторону, Авраам был по другую сторону. То есть все были идолопоклонниками, он говорит, это все чушь. Я думаю, что это не так, и своими мозгами он дошел до того, что, собственно говоря, ему нужно заниматься немножко другими обязанностями. И вот, собственно говоря, от Авраама начинает эта история происходить именно с точки зрения формирования еврейского народа. От него происходит его потомок Ицхак, от него Яков, 12 колен, и, собственно говоря, так сформировался еврейский народ. Дальше, как говорится, ситуация разворачивается еще быстрее. 12 колен сформировались в Египте, выходят евреи из Египта, и, собственно говоря, начинается процесс трудоустройства. Потому что изначально этот народ выращивался под данную цель, и как происходил процесс трудоустройства, тоже на самом деле интересно. Потому что на тот момент было 70 корневых народов, и каждому, в общем-то, подошли и сказали, смотри, есть вакансия, хочешь, не хочешь, чтобы потом ты, как говорится, никого не обвинял, что мы тебе не предлагали. Так вот, есть написано, как это было. Приходят, значит, к этому народу, говорят, смотрите, есть вакансия. Они говорят, что от нас надо? Им говорят, надо не воровать. Они говорят, не воровать мы не можем. Это не к нам. Все, давай, до свидания. Окей. Пришли к другому народу, говорят, вакансия. Те говорят, что надо? Не убивать. Те говорят, ой, не убивать мы не можем. Это не наше. Давай, до свидания. Приходят к третьему народу, говорят, там, вакансия, что надо? Те говорят, значит, надо не спать со своими близкими. Нельзя спать с сестрой, с мамой. Там. Те говорят, не, это у нас не проканает, мы живем, как живем. В общем-то говоря, ко всем походили, никто ничего не хочет. Пришли к еврейскому народу, как только говорят вакансия, еврей говорит, я согласен. Все, раз вакансия, значит, когда-то заплатят. Говорят, может, ты хочешь что-то узнать о вакансии? Ничего не хочу. Все, я уже согласен. Потом разберемся. И вот, собственно говоря, так еврейский народ стал еврейским народом, то есть он взял на себя функцию духовной работы в этом мире, потому что никто, собственно говоря, не захотел. И на текущий момент, на самом деле, так как люди очень далеко от всего духовного, особенно на территории стран СНГ, там вообще темный лес, мусульмане гораздо ближе. Это я не первый раз говорю, тем более я живу в мусульманской стране, я вижу. Но, в общем, и на текущий момент в любой, в принципе, конфессии понятно, что кто-то занимается духовной работой. И у нас вообще считается, что вы сколько угодно можете ходить на работу, но если еврей не выйдет на свою работу, то в целом вы там заработаете ничего. Поэтому на самом деле раньше во многих странах мусульманских, там, где понимают, о чем идет речь, это только христиане считают, что евреи их воровали. Это для кого-то может быть секрет, но кроме христиан никто вообще так не считает. И я как-то запишу отдельное видео, в чем там, как говорится, кроется весь нюанс. Но, скажем так, мусульмане очень заинтересованы в том, чтобы на их территории жили евреи, потому что они знают, что евреи приносят благословения. Можете посмотреть, как процветают очень многие арабские страны. И здесь нас, скажем так, очень даже жалуют. У нас есть проблемы с арабами именно в Израиле за территорию, но у нас нет проблемы с мусульманами
на других территориях. То есть мы не считаем, что, допустим, мы претендуем на Арабские Эмираты, поэтому у нас с ними все хорошо. Так вот, собственно говоря, так сформировался еврейский народ, и суть еврейского народа, зачем они нужны, это именно духовная работа. Ни на что другое мы, в принципе, не должны заниматься. Вот такая вот очень быстрая и кратко изложенная история еврейского народа. Может быть, кому-то это что-то прояснит. В любом случае, то, в чем нас обвиняют, что вот мы там избранные, вот мы там считаем себя выше, ниже. Как я люблю приводить пример, пойдите и скажите своему начальнику на работе, что он вас эксплуатирует, что он считает себя выше вас, хотя это правда, он считает себя выше вас. В обычном мире это считается нормой, что как бы тот, кто начальник, он и прав. И вот почему-то на работе никого, как говорится, это не пугает, все нормально. А в нашем мире, где есть четкое разделение труда. Евреи занимаются духовной работой, другие люди занимаются материальной работой. При правильной кооперации это было бы очень неплохое сотрудничество. Но, как говорится, когда люди не понимают, они думают, что вот они ходят на работу и зарабатывают тем, что они туда пришли и там отсидели штаны, то, в общем-то говоря, так оно и происходит. Поэтому, на самом деле, именно христианский мир, он максимально далек от понимания чего-либо духовного, несмотря на то, что вы можете со мной спорить, но это для меня это факт, потому что я жил в христианском мире, я живу в мусульманском мире, и я, скажем так, знаю в еврейском мире, как это происходит. Так вот, мусульмане, они в этом плане вообще красавчики по сравнению с христианами, они много чего понимают, и поэтому много из них действительно сопутствует тому, чтобы евреи делали свою работу. Во многих странах, где у нас нет, скажем, территориального конфликта, это работает совсем по-другому. И вот с христианами там да. Хотя я сделаю как-то выпуск, в чем у нас, как говорится, загвоздка с христианами. Но именно с духовной точки зрения эти люди максимально далеко. Максимально далеко. И в этом-то именно и проблема, то, что они не очень понимают, а какая же функция, собственно говоря, на евреях, и как нужно и можно сделать это обоюдным сотрудничеством. Я думаю, что как-то мы еще на эту тему поговорим. В любом случае, евреи продолжают делать свою работу, евреи приносят благословение в этот мир, и я как-то сделаю отдельный выпуск взаимосвязи между тем, как народы мира относятся к евреям, и это как влияет на ВВП стран. Это можно очень четко проследить при желании. И, скажем так, те, кто плохо относится к евреям, живут в говне. Ну, это вот сразу спойлер. Это можно очень легко проследить. В любом случае, не прощаемся. Каждый продолжает заниматься своей работой. И надеюсь, что рано или поздно у нас таки получится плодотворное сотрудничество, как это и изначально было задумано. Поэтому не прощаемся.